Я очень рада видеть вас, дорогие наши зрители, у нас в гостях. Сегодня мы будем готовить вот такие хрустящие и сочные пирожки с мясом. Они чем-то напоминают самсу, но готовятся намного быстрее и проще. Такой быстрый походный вариант. Мы часто их делаем, у нас они улетают как семечки, и в дорогу взять с собой самое то. Вкусно и сытно. Подписывайтесь на наш канал, увидите много интересного. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новинки. Не будем терять время, смотрите, как это просто и быстро. Тесто у нас сегодня готовое, слоеное, поэтому сразу приступаем с подготовления начинки. Лук я нарежу на крупные кусочки, после чего измельчу его в комбайне. Измельчаем не очень мелко, чтобы остались кусочки. Делаем это пульсом и следим внимательно. Вот именно такой лучок нам нужен. Перекладываем его в миску. Для этих пирожков лука должно быть ровно столько же, сколько и фарша. И это очень важно. Таким образом пирожки будут очень сочные и вкусные. Также измельчим оставшийся лук. Лук сегодня попался злющий. Я очень редко плачу от лука. Сегодня он особенно злючий попался. Я измельчила весь лук и переложила все в миску. Теперь лук мы солим как следует. Насыпаем черный перец и сладкую паприку, а также зерна зиры. Я взяла примерно, вот здесь у меня чайная ложечка, и вот таким вот образом я их как следует разомну, чтобы они отдали весь свой аромат. Вот так вот, смотрите, какой запах стоит, сумасшедший. Вот как следует я его вот так растираю и насыпаю к луку, и все это как следует перемешиваем и оставляем на несколько минут. Обратите внимание, я солю и добавляю все приправы не в мясо, а именно в лук. Постояв несколько минут, он выделит сок и будет очень-очень вкусный. И мясо впоследствии, добавленное сюда, станет просто ароматнейшим. Через несколько минут добавляем мясо к луку. Я добавлю вначале половину, как следует перемешаю, а затем добавлю вторую половину. Теперь уже как следует все перемешаю. Начинка готова, начинаем лепить пирожки. Отрезаем небольшой кусок слоеного теста, поверхность припыливаем мукой и немножечко его раскатываем. Нарезаем его вот на такие прямоугольнички, произвольно. Все зависит от того, какого размера вы хотите получить пирожки. И на каждое выкладываем хорошую порцию начинки. Мы любим, чтобы она чувствовалась. И теперь закрываем. Вы можете делать это в произвольной форме, но так как я выросла на Кавказе, нас учили с детства закрывать вот такой косичкой. Даже замуж не брали, если не умеешь. Да-да, я не шучу, такое было. Техника, в принципе, несложная, но вы можете этим не заморачиваться, а делать так, как вам привычно. Я просто показала, может быть, кому-то и пригодится. И выкладываем их на противень, застеленный пергаментной бумагой, на небольшом расстоянии друг от друга. Яйцо немножечко взбиваем вилочкой. И обильно смазываем сверху, чтобы они получились румяными и красивыми. Посыпаем кунжутом и отправляем в духовку при температуре 180 градусов сначала минут на 10-12. Прошло ровно 12 минут. Я специально вытащила противень, чтобы вам показать. Снизу они уже немножечко начали поджариваться. И именно на этом этапе я поднимаю их выше, а вниз ставлю второй противень. И будут они еще выпекаться примерно 10-12 минут, но нужно смотреть по своей духовке. Ну вот, еще ровно 10 минут, и наши пирожочки готовы. Дадим им немножко остыть, буквально несколько минут, и сразу будем снимать пробу. Смотрите, какие они румяные и красивые со всех сторон. Если где-то вытекло немножечко сока, как здесь, это не страшно. Они внутри такие же сочные, как я вам обещала. Готовятся очень просто и быстро из готового слоеного теста. Вкус просто изумительный. Из этого количества, из килограмма теста у нас получилась целая такая внушительная горка потрясающе вкусных пирожков, которые улетают как семечки. Очень нежные, сочные внутри. Ну просто вот сказка. Наши пирожки а-ля самса. Буду рада прочитать в комментариях, как вашей семье понравился этот рецепт. Я от всей души желаю удачи, успехов и благополучия во всем вам и всем вашим родным. До новых встреч в наших новых видео. Всем пока и приятного аппетита!